Да, контратаки – это самое вот максимальное, что можно сказать. А лучше сказать стабилизационные действия. Но это не контрнаступление ни в коем случае. Давайте не будем так называть. Это стабилизирующие действия. Конечно же, вот это решение. А давайте фронту дадим не спутниковый интернет, а 5G с стратостата или, допустим, с самолета. Это крутое решение. Потому что 5G лучше спутника однозначно. Совершенно. Хотя, конечно, им все указывают, что во время Первой мировой войны вообще никакую территорию никто не занимал. Капитуляцию подписала Компьенское перемирие Германия, когда ее войска стояли во Франции. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад приветствовать всех, кто решил заглянуть к нам на канал. Зима движется к концу. Хотя по всей России снегопады и морозы, на дворе еще и Масленица. Мы вот, например, планируем блины и желаем хорошего настроения всем, кто к нам присоединяется. На этой неделе будет еще один календарный праздник. Это 23 февраля, День защитника Отечества, который, наверное, навсегда теперь уже будет почти совпадать с днем начала специальной военной операции. И всех, кто был причастен к армии в своей жизни, и людей, которые давным-давно уже отслужили, и тем, у кого родственники в армии и так далее, мы с этим праздником тоже поздравляем. Начинаем мы, как всегда, с перечисления населенных пунктов, которые были заняты российскими военными, согласно отчетам Минобороны. На этой неделе 3 населенных пункта в Запорожской области. Это Цветковая, Кореничная, а также Запасная, Магдалиновка и Приморская. Еще один населенный пункт в ДНР, Миньковка. В Сумской области взяты Покровка и Харьковка. А вот какие населенные пункты были оставлены и перешли в серую зону в связи с развитием контрнаступления вооруженных сил Украины в Запорожской области? Ни слова. А совершенно очевидно, что некоторые населенные пункты перешли в серую зону, то есть над ними нет полного контроля ни у одной из сторон. И на этой неделе надо констатировать, что, в общем, так называемый наступательный порыв, официальный термин такой военный, иссякает, судя по всему. Темпы наступлений многочисленных ранее на позиции российской армии на севере Запорожской области снизились, так же, как снизилась и частота атак. То есть, в общем, развитие своего это контрнаступление серьезно не получило, пока, по крайней мере. Хотя 2 бригады было введено из резерва вот там на севере, вот за эту неделю, но результата не было. Тут возникает серьезное подозрение, что само это контрнаступление имело еще одну цель, политическое предназначение. Дело в том, что 15 февраля закончилась Мюнхенская конференция, на которой ярко выступал Зеленский, и она подтвердила, в общем, все расходы, которые необходимо собрать для финансирования Украины, вообще финансирования. А 13-го закончилось мероприятие в Рамштайне, традиционно, где был согласован очередной список вооружений, которые страны-участницы обязались Украине предоставить. То есть оба мероприятия закончились для Украины весьма успешно. И тут нельзя не обратить внимание, что вообще-то это контрнаступление в Запорожской области началось прямо накануне вот этих ключевых событий, которые определяют и финансирование, и снабжение вооружениями Украины. Тут хотел бы сказать еще пару слов вот о чем. В процессе этого контрнаступления, оно, как я уже говорил, в основном обсуждалось по источникам в российских социальных сетях и по источникам из российской армии. Возникла полемика, как его называть, потому что украинские обозреватели друг друга все время поправляли, что ни в коем случае не надо называть это контрнаступлением.
Вот только не контрнаступление. Контратаки. Да, контратаки это самое вот максимальное, что можно сказать. А лучше сказать стабилизационные действия или стабилизирующие действия некое. Вот здесь мне придется высказаться. Дело в том, что сам этот термин «стабилизирующие действия», он не впервые уже, я его встречаю, где-то уж 1,5 года назад еще впервые я обратил на него внимание. Но тогда это был скорее какой-то журналистский термин, такая находка, знаешь, исправление ситуации на фронте, так скажем, можно ее трактовать. Но сейчас все больше и больше, я смотрю, уже и военные обозреватели к нему прибегают. Нет такого термина «стабилизирующие действия» в военной теории. Просто вот нет, исключено. У военных все просто. Если ты идешь, восстановил положение по рубежу, то есть ты от него отступил, а потом опять атака на него же вышла. Это называется контратака. Если ты через этот рубеж переступил и идешь дальше, это называется контрнаступление. Ничего другого, собственно, и нет. И масштаб большая, она маленькая, есть у противника резерва, нет у противника резерва. Никак на это определение не влияет. Если же определять это по масштабу или, например, там, по замыслу, то получается, что вот посмотрите на схему начала Брусиловского прорыва знаменитого. Получается, что и не было никакого брусиловского прорыва, а был набор стабилизирующих действий. Вот буквально так получается. Можно ли отказать замыслу командования, замыслу Сырского в названии контрнаступления, если это целый набор одновременно начавшихся контратак по большому фронту на 2 участках, против группировки Днепр, против группировки Восток, которые были однозначно совершенно не запланированы, а скоординированы по времени и месту. У них общий план, это совершенно очевидно. Но это не контрнаступление ни в коем случае. Давайте не будем так называть. Это стабилизирующие действия. Нет, просто, так сказать, забыл я. И это новшество в военной теории не принимаю. Но, тем не менее, Сырский же анонсировал наступление в этом году. Да, это наступление, контрнаступление, так сказать. Вот оно и состоялось. Анонсировал наступление. Да. Вот я с Сырским согласен. Он гораздо ближе к истинным военным взглядам. Из интересных замечаний, которые слышно с фронта, я обратил внимание вот на какое. Бойцы ВСУ, которые участвовали в этом контрнаступлении в Запорожской области, многим из них удалось соскочить с брони до того, как она была уничтожена, да, скрыться там в каких-то домах, в посадках и так далее. В общем, найти укрытие себе. Это вот тоже можно назвать просачиванием. Та самая тактика. По несколько человек, они там рассредоточились, в том числе и южнее линии Сосновка. Южнее Сосновки. Вот какая штука. Прошла неделя. У людей стало, у тех, кто спрятался, да, сказать, и ждет сигнала какого-то, стала заканчиваться вода, стало заканчиваться питание, необходимо пополнять боезапас, и к ним полетели дроны снабжения, которые все это повезли туда прямо на фронт. И российская разведка военная вычисляет вот эти вот места, где они спрятались, наблюдая за дронами доставки. Баба-Яга, как правило, да, вот эти тяжелые дроны, они больше всего, значит, груза поднимают. И ровно то же самое произошло на другом конце Запорожского фронта, где сражаются бойцы группировки Днепр. Там тоже было контрнаступление, и частично в Плавне и на самом севере Степногорска оказались какая-то часть украинских бойцов, которые тоже там попрятались. И тоже выждали неделю, и пришла пора обновлять запасы. И туда полетела эта Баба-Яга. И просто по траектории полета дрона начали вычислять места, где они сидят. Вот так.
Раньше так не делали? Так вот я к чему. Когда у тебя Мирноград, он весь заполнен такими вот местами, где люди спрятались, тогда или российские, украинские, туда дроны бесконечно летают, что-то привозят, что-то увозят и так далее. Тут трудно проследить. А когда 1, 2, 3, 4 места, все, ты как на ладони. То есть в условиях массовой инфильтрации работает, в условиях таких вот редких единичных случаев дроны снабжения, подводящие припасы в окружение становятся практически маркером. Да, за ним надо следить. Это все равно, что за курьером следить, за его велосипедом. И придешь прямо к месту, в адрес, который его вызвал. Особенно учитывая, что сейчас зима, нету лиственного покрова. Да, это намного проще сделать. Вот такая интересная штука. И последнее, о чем хотел сказать, что на фронте произошло важное. В Константиновке начались жаркие городские бои. То есть там уже и была вот эта инфильтрация, туда уже заходили российские бойцы, эпизодически заходили, выходили, украинцы их оттуда выбивали, они опять заходили. Но вот сейчас, видимо, уже концентрация дошла до того, что все, начались бои. Это прям следующий этап перед частичным захватом города. А дальше? Дальше надо будет захватывать ту часть Константиновки, которая за рекой, потому что мосты взорвали. Вооруженные силы Украины через реку, по идее, сложнее гораздо приходить на помощь своим бойцам. И, судя по всему, какая-то часть западная, юго-западная будет сейчас заниматься российской армией. В ближайшие неделю-две. Я имею в виду после Константиновки, в случае... После Константиновки она автоматически переходит в Дружковку. Дело в том, что в Дружковке это как раз и сосредоточены органы управления. То есть, грубо говоря, командиры, это операторы беспилотников и так далее. Все командование там, в Дружковке. Потому что это фактически, предпоследний рубеж. Знаешь, как две гири-гантели, а между ними рукояточка. Вот одна часть гантели – это Дружковка, другая – Константиновка, а между ними дорога небольшая. Хорошо, а как ты оцениваешь тогда ситуацию на фронте за последние 1,5 месяца, Первые 1,5 месяца Нового года. Резко сократилось количество продвижений, и это отражается в графиках, которые ведут различные, сервисы исследовательские, графиках занятых территорий по неделям и даже по дням иногда ведут. Тут возникает какой-то естественный порыв, не порыв, а импульс зачесть это за счет отключения Старлинка. Потому что об этом много очень писали, что вот отключили Старлинк, российская армия осталась без связи, она парализована, и вот все, наступление окончилось, все прекратилось. Но одновременно есть вот этот график за 2 года, где мы четко видим синусоиду, и нижняя, ее часть, где она идет на спад этой синусоиды, это всегда январь-февраль, иногда декабрь. То есть это некий закон такой арифметический, который он выполняется строго. Поэтому действительно ли отключение Старлинка так повлияло? А как ты это связываешь? Вот слово «потом» и слово «впоследствии» и слово «вследствие» – это одно и то же? Нет. Да. А у некоторых есть соблазн сказать, раз наступило событие потом, после этого, то это событие, это последствия этого. Я спрашиваю, как связать это? Никак. Это просто спад. Ежегодный обязательный спад, зимний спад. Просто есть множество факторов, которыми можно все что угодно объяснить. Нет никаких доказательств, что
отключение Старлинка. Да, но вот соблазн такой связать эти две вещи, раз российские войска прекратили продвигаться, а перед этим отключили Starlink, значит, все. Значит, вот действительно отключение связи, мы еще сегодня будем про нее обязательно разговаривать, вот так повлияло. Нет, на мой взгляд, никак не повлияло вот в части продвижения. А вообще такой вот интересный момент. Ну, как бы было известно, да, что российские военные на территории на фронте используют Starlink, потому что это, значит, территория там до границ 91 года, да. Но не сказать, что это часто вообще как-то обсуждалось, что российские военные на самом деле так сильно зависят от Starlink. И только когда его отключили, все вдруг заговорили о том, что вау, Starlink-то, оказывается, выполнял огромную роль. Почему до этого не было? Или я, может быть, не видел таких обсуждений? Или это держалось в тайне? Это не держалось в тайне, но не афишировалось. Вообще все стронуло с места. Вот эта практика устанавливать Starlink, недавняя практика, на беспилотники, где уже просто атаковали. И уже украинская, ну все, конец, гирька до полу дошла. Дальше уже и пошли к Илону Маску жаловаться. Он, конечно, все отключил. А так, вообще-то говоря, Starlink использовали в первую очередь, поначалу, даже вот трофейный, когда был, для доставки видео в социальные сети. Вот за последнюю неделю я могу констатировать, что чисто эмпирически, просто посмотрел традиционные источники, которые раньше размещали очень большое количество видео, там, атакующих всяких действий, полетов и так далее. Их стало просто существенно меньше, это правда. Так это же объясняется тем, что в России замедлили передачу медиафайлов в Телеграме. Вот. Я теперь не могу тебе точно совершенно сказать, что это именно из-за этого. Понимаешь, на прошлой неделе получили однозначно совершенно, вот, точно совершенно сигнал о том, что в одном месте под Купянском действительно вот, перешли на обходные способы работы с Телеграмом, и сразу все заработало. Но в других местах, во всех, источники сомневаются, они не могут связать. Не могут, вернее, точно установить, ну, не будучи специалистами в этом вопросе. Это у нас вообще интернет ужасный после отключения Starlink. То ли у нас так плохо работает Telegram. Да, и они, ну, затрудняются вот точно сказать об этом. Поэтому сейчас, мы еще обязательно об этом поговорим, но сейчас, в общем, консенсус такой, что все-таки на фронте Telegram опять заработал. Я думаю, все-таки важнейшей темой сейчас для нас вот остается связь, ну, российская армия, я имею в виду. И любопытно, очень серия видео есть за эту неделю, как российские беспилотники охотятся за локомотивами. Ну, во-первых, видно, это все произошло после отключения Starlink. То есть уже видеоизображение поступает по какому-то другому, значит, каналу связи, уже не по космическому интернету, но тем не менее удары-то наносятся. Кстати, вот выступили два российских генерала, ответственных за связь. Один из них прям представитель войск связи, которые сказали, что есть традиционные средства, которые всегда были и есть. Это-то так. Но на уровне вот окопов, на линии соприкосновения, там все-таки Starlink важнейшую роль играл. И вот они охотятся, видно, как беспилотники попадают в локомотивы, идет охота прямо вот за локомотивами. Да, это очень важно, потому что я говорил, что электрических электровозов на Украине достаточное количество. Но если электричество отключат, ну, из-за того, что электростанции просто бомбят, то тепловых, как раз локомотивов, их очень немного, сравнительно, там, если я сейчас не ошибаюсь, 1600 с чем-то всего. То есть это всего-навсего с маневровыми. Вот. То есть вот главная цель, на которую надо вроде как охотиться, если ты хочешь прекратить движение военных грузов по железным дорогам. И прямо видно, что это элементы искусственного интеллекта. То есть даже если оператор не видит, этот беспилотник все равно определяет по каким-то своим признакам, что это вот его цель, что это железная дорога, а это локомотив, и атакует ее. То есть это
конфликт, который впервые прямо оружием руководит искусственный интеллект. Мы прямо на наших глазах. Ну, за минувшую неделю действительно ситуация с Telegram изменилась. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что на фронте все-таки замедлять телегу не будут. Да, и я делаю отсюда вывод, что военные, что называется, отбились от этого коллективными своими усилиями, да, отбились от этого обязательного перехода на МАКС, ухудшения качества боевого управления в связи с этим и так далее. То есть не просто отбились, а огромную роль в этом все-таки, судя по всему, сыграли совокупно все телеграм-каналы, которые военные сами-то и вели. То есть, грубо говоря, они в Телеграме и спаслись от, значит, отключения Телеграма. Ну, по крайней мере, судя по всему, до конца специальной военной операции. Так я думаю. Максут Шадаев, он вот в этом своем выступлении несколько сделал заявлений, любопытных, очень касающихся связи. Они касаются армии очень существенно, хотя, может быть, некоторым покажется, что это не так очевидно. Значит, во-первых, 16 первых спутников проекта «Рассвет», которые должны заменить, ну не заменить, а стать аналогом Старлинка и Илона Маска для России, должны быть запущены в первом квартале этого года. Они должны были, мы их все ждали в конце прошлого года, ну и их задвинули, как вот мы рассказывали. Но, извини, а квартал-то уже вот заканчивается. Январь, февраль, март. Все. То есть до конца марта мы должны увидеть запуск этих 16 первых спутников. Это, в общем, такая позитивная новость, очень большая. Это, видимо, ответ на то вот, многочисленные как бы, информационные поводы, которые породило вот отключение Старлинка на фронте. И существуют и другие способы доставки сигнала. Сейчас мы об этом поговорим. Вообще, так сказать, вот в историю придется вопроса погрузиться, если мы хотим понять, что же армия сама наделала или сделала для того, чтобы эта ситуация сейчас вот так драматически сложилась. Объявлено не просто объявлено, а даже видео показали о первом тестовом запуске стратостата. Ну, это аэростат, который стратосфера пускает, значит, на гелии. Бараш-1 называется, который поднимает на высоту 20 километров 100 килограмм груза. Эта грузоподъемность, она достаточно для того, чтобы на такую высоту поднять вот, в стратосферу соту, то есть аппаратуру связи 5G, с которой может прямо непосредственно со смартфонами связываться. И одновременно же был проанонсирован запуск, ну, тестовый полет, вроде бы как в марте он должен состояться, российского электрического самолета с очень большим размахом крыла, который тоже где-то до 20 километров должен подниматься. Точно так же он должен использоваться для связи. И у него на плоскостях солнечные батареи. То есть эти электромоторы вращаются от солнечного света, и он там очень долго может в стратосфере где-то летать. Это не проекты полного перехода всей России. Сейчас Максут Шадаев опять-таки об этом сказал. Значит, конкурсы традиционные по выкупу частоты для следующего поколения связи отменены и будут прям напрямую выдавать частоты операторам крупнейшим, но только с одним условием. Они должны в максимально короткие сроки эту 5G наладить в 16 городах-миллионниках. То есть 16 миллионов городов России. Вот там поставить уже хорошо, как говорят. Сейчас телефоны не работают с 5G. Просто их нельзя включить даже. Да, все андроидовские телефоны, там есть функция 5G, но в России она просто отключена. Да, вот сейчас считается, что, по идее, все-таки принято решение к этому переходить. А санкции разве не сделают так, что нельзя будет использовать 5G на телефонах? Нет, это невозможно. Почему? Это невозможно. Ну, если сейчас, вот, допустим, просто заблокировать. Ну, сейчас, ты думаешь, американцы не хотели бы китайцам отключить 5G? Весь мир на 5G, не весь мир, половина мира на китайском 5G. Так у китайцев свои телефоны. Я тебе не хочу, я тебе не доказываю, что обязательно телефоны будут какой-нибудь там американской фирмы.
То есть корейские смартфоны, там айфоны, они не могут... Могут и не работать. Мы этого не знаем. Но самое главное, впереди. Мы сейчас вот о чем я хочу сейчас поговорить. О предыстории вопроса, который наложил отпечаток на текущую ситуацию. Конечно же, вот это решение, а давайте фронту дадим не спутниковый интернет, а 5G с стратостата или, допустим, с самолета. Это крутое решение, потому что 5G лучше спутника однозначно совершенно, потому что терминал не нужен, сразу на смартфон идет сигнал. Во-вторых, конечно же, 20 километров от Земли, но это в 5 раз, да, в 10 раз меньше, чем спутника, которого там 200 километров, да, от него. То есть сигнал гораздо более устойчивый и так далее. Все это отлично. Но вопрос, а само оборудование-то оно есть, 5G в России? 5G довольно специфическая история. Там должен быть очень хорошо направленный сигнал. И это тоже вопрос, насколько они действительно эффективно работают. Если идеально направленный там луч 5G, то можно хирургические операции, как всегда заявляли об этом, да, проводить по видео. Настолько все там идеально, но... Ну вот, а сами, если это самолеты, то они могут баражировать на одном месте очень долго. Так сказать. Вот. Я имею в виду те стратосферные, которые на солнечной электроэнергии летают. Такие самолеты делали в других странах. Это не ноу-хау России. Нет. Ну, как бы повторение другого опыта. Смотри, как развивалась ситуация. Парадоксально совершенно. И сейчас армия пожинает плоды своей собственной позиции, жесткой, бескомпромиссной, по развитию мобильной связи следующего поколения, которую она заняла чуть ли не 10 лет назад, даже больше. Значит, дело в том, что я не буду сейчас называть эти сами частоты, строго говоря, их две. Значит, одна частота, до которой весь мир вещает, телефоны 5G. И вторая частота гораздо более редкая, оборудование для него тоже можно купить в Китае. Но она почти не используется. В чем дело? Та частота, которая для всего мира выбрана, она позволяет проводить вещание с гораздо меньшим количеством базовых станций. То есть вышки вот эти вот могут реже стоять. А вторая частота, там приходится намного чаще стоять. Для бизнеса это однозначный выбор. Зачастую я в одном месте меньше, в другом больше. Здесь у меня надо больше станций ставить со второй частотой. Значит, соответственно, в 2 раза больше количество, в 2 раза больше усилий и денег на обслуживание, на ремонт, на все, содержание. И тут выяснилось. Вообще Россия, она традиционно с 90-х годов шла как бы, не в авангарде, но в первых рядах телефонизации. И мобильная связь, мы ее на следующее поколение переводили, не опаздывая. Вполне все было прилично, по темпам и так далее. Такие вот компании, как Мегафон, например, они прям передовые были вот в этом смысле. И вот пришел... Skylink, помню. Да. И вот пришла пора 5G. Давай посмотрим следующее поколение. И тут выяснилось, что вот эта самая главная частота, она исторически в России закреплена за военными. Это спутники Министерства обороны, это связь Министерства обороны. И тогда военные во главе, и, кстати, и военных сразу уже ФСБ поддержал, потому что перед этим... Попытку создать совместное предприятие на территории России по спутниковому интернету с компанией OneWeb заблокировала ФСБ. Об этом очень много писали, в деловой прессе и так далее. То есть позиция была такая, что это небезопасно. Они будут весь трафик компьютер, в смысле интернетовский, спутниковый, контролировать. Они будут знать о чем. В общем, много было возражений. В общем, зарубили. Теперь на 5G военные не дают. И, в общем, военные во главе с Шойгу сказали: это наше, не замайте. В гробу мы вас видали. Вот хотите, вот вам вторая частота. Гораздо менее выгодная. Вот там на ней и развивайте. В результате это произошло в августе 2019 года, то есть еще до ковида. По факту 5G в России был отменен, потому что провайдерам было невыгодно такое решение, они просто отказались от нее, все. А военные сказали: а мы будем использовать традиционно для своих нужд. В результате сейчас
И поэтому из-за этого оборудование 5G не строили в России. То есть задания были выданы создать новое, чтобы не у китайцев покупать, на базе китайских комплектующих там сделать свое. Но делали ни шатка, ни валка, потому что заинтересованности особо не было. Никто не хотел вот на этой частоте строить свои сети. В результате Министерство обороны спутников своих не получило на эту частоту. То есть спутниковая связь, как вот у американцев, или, уж я не говорю про Илона Маска, там, этого нету. Частоты эти заняты, они гражданским не отдают, и сами без связи остались, когда отключили Starlink. Причем парадоксально, но сами обрубили сук, на котором сидели. За эти годы, с 2019 года, если бы было принято решение в пользу бизнеса, можно было бы сделать очень много. Сейчас оборудование для частот 5G, для военных в том числе, перспективно развивает МТС. И в партнерстве с фондом прямых инвестиций создают Билайн. В общем, там фонд прямых инвестиций на первом месте, да. То есть, и еще есть одна компания, то есть 3 компании, но они опаздывают по времени. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот сейчас запустят на гелии в стратосферу воздушный шар, который там на 20 километров поднимет, вот, может поднять эту соту, то есть вышку организовать такую виртуальную сотовой связи 5G, мы должны понимать, что самого-то оборудования еще толком нету, оно еще и даже и не протестировано. Только обещает в этом году, там где-то до лета, первый эксперимент провести, хотя уже МТС свое, АФК-система, свои вот первые соты 5G еще прошлым летом вроде как проверяла. Эксперименты. Это экспериментальные все были. В принципе, теоретически все может получиться. Но как быстро они смогут это масштабировать? Но мы помним, что в Соединенных Штатах был случай, когда китайские воздушные шары летели на Соединенные Штаты, они их сбить не могли. Помнишь? Эти видео, которые нам показали, этого Бараш-1, абсолютно радиопрозрачный материал. То есть его радиолокационная станция ты и не увидит. То есть там все зависит от того, какое отражение будет вот этого контейнера с сотой 5G, который там будет. Но в принципе, если это удастся, конечно, это круче будет, чем Starlink. Однозначно совершенно. Чем же все это закончилось для нас, вот для простых граждан, не для армии? Существует традиционная карта покрытия, которую обновляет все время Международный союз электросвязи. И там можно посмотреть, сколько государств и на какой площади используют эту новую систему связи 5G, следующее поколение. Но уже больше половины нашей цивилизации. Из всех стран СНГ на первом месте, догадайся, кто? Казахстан. В Казахстане 5G вот просто развивается очень хорошо, да, в отличие от Беларуси и России. В России вообще идет. Вот. Огромное количество государств, с которым наши руководители всегда относились снисходительно. И так, знаешь, сверху вниз поглядывали с точки зрения технического развития. И вот куча таких государств уже давным-давно перешла на 5G. А Россия эту часть своей инфраструктуры связи затормозила. Но это действительно инфраструктура, это как дороги. Чем лучше связь, тем быстрее развивается бизнес, тем больше он может какие-то проблемы свои решить и так далее. Это все порождает одно другое. Эти 5G не просто для удобства людей, там фильм он может скачать быстрее. Нет, это общее развитие системы связи в России. Исполнится 4 года с момента начала специальной военной операции, которая застала нас врасплох тогда в ночь. Наша семья вообще как-то странным образом отмечена судьбой. Потому что она началась в день рождения моего брата родного,
А спустя несколько месяцев в мой день рождения началась массовая мобилизация. Вот так вот. Два главных события СВО вот так вот у нас совпали с датами. Мы знаем и многократно повторяли, какие этапы СВО прошло, на что надеялось украинское командование, на что российское, как они видели поле боя, что российское командование абсолютно неадекватное увидело до начала СВО. Потом, когда все началось, все стало совсем не так, как планировалось. Пришлось отказываться, не пришлось, а просто жизнь заставила отказаться от этой теории батальонных тактических групп. Опять все начали возвращаться к полкам, потом дивизион. Структура. Российская армия 23-й год на это весь потратила. Долгое время у российского командования жила вера в то, что можно воевать, используя контрактную армию довоенного образца. Она худела, то есть без мобилизации. А она худела и закончилась с того, что на некоторых участках преимущество украинская армия получила 1 к 8. И до осени 23 года минимум украинская армия уже сражалась в численном преимуществе. То есть очень много чего. Потом начали развиваться вооружения. Потом вдруг появились дроны, которые переломали все, что можно переломать. Вообще, мозги генералам все сломали. Все оказалось не так. Роль авиации поставлена под сомнение. Потому что очевидно, что российская авиация, в принципе, по численности, по обученности личного состава, летного состава, по всему остальному, в принципе, готова исполнять свою роль, но никто не хочет ей рисковать в условиях, когда не ликвидировано ПВО. А ПВО Украина сумела сохранить с самых первых дней, да, по нему и не наносились такие массированные удары. После того, как стали системы ПВО поступать с Запада еще вдобавок ко всему, ситуация усугубилась. Потом начался процесс вымывания личного состава украинской армии. В российской армии все стабилизировалось, когда нащупали эту схему пополнения через контракт, через эти большие бонусы вступительные и так далее. На Украине, наоборот, все посыпалось, в обратную сторону поехало. Людей все меньше и меньше. Попробовали делать ставку на беспилотники, на автоматику, грубо говоря, заменить человека машиной на фронте, да, искусственным интеллектом, если хотите. Пока не работает это все. Но просто на сегодняшний день армия стоит, российская, я имею в виду, на рубеже, который, в принципе, позволяет решить главную задачу, которую поставили политики. То есть занять эту область Донецкую в административных границах. Что будет дальше, это уже Путин будет решать. Но уже сейчас видно, что задача решаемая. Она может быть решена. Прям военными средствами, все. Источники, с которыми я разговаривал, все считают, что ключевым рубежом, который покажет, что все, заканчивается сила украинской армии, станет не захват границ Донецкой области, а выход российской армии на реку Днепр где-то в среднем течении. Не в среднем течении, а в районе города Днепра, так скажем, да, и выше туда, к Киеву. В этом месте, если выйдут на Днепр, то все. Это будет означать, что у украинской армии совсем заканчиваются силы. Просто до этого далеко. В общем, тенденция однозначно такая, что стратегическая инициатива принадлежит российской армии уже намного более года. И идет борьба. Но борьба идет за оперативную инициативу. На отдельных участках, как мы сейчас увидели во время этого контрнаступления, которое организовал Сырский в Запорожской области. Это борьба за оперативную инициативу. Там, в общем, по-разному можно все это оценивать, но, в общем, скорее всего, это опять выровняется в обратную сторону, все пойдет. К чему это привело? Это привело к очень серьезному изменению позиции руководства в Киеве. То есть Зеленский и его окружение не просто согласились под давлением Трампа пойти на переговоры. Они изменили свою позицию. Они сейчас уже все-таки обсуждают варианты, по которым можно
не то чтобы совсем уступить Донецкую область, а, по крайней мере, организовать такое ее управление, где вроде ни российских войск, ни украинских, это уже дикий компромисс, который раньше был просто невозможен. Все это стало возможным исключительно благодаря событиям на фронте, не дипломатическим усилиям. Это именно вот то, что так долго стратегическая инициатива находится в руках российских командующих, и украинцы с этим сделать-то пока ничего не могут. Вот. Я думаю, это главный, в общем, итог, на сегодняшний день, по крайней мере, да, специальной военной операции. Хотя огромное количество западных обозревателей, журналистов, считает это результат ничтожным. Потому что все считают не численность, а площади, которые заняты и так далее. Что это такое вообще? За 4 года вот такую территорию. Хотя, конечно, им все указывают, что во время Первой мировой войны вообще никакую территорию никто не занимал. И капитуляцию подписала Компьенское перемирие Германия, когда ее войска стояли во Франции. Что касается предыдущих прогнозов. Стратегически ситуация изменилась еще и вот чем для Украины. Мы ведь сейчас встречаем годовщину того знаменитого скандала в белом овальном кабинете, да, в Белом доме, где Зеленский просто, так сказать, поссорился с Трампом, или Трамп поссорился с Зеленским. В общем, между ними черная кошка пробежала. И все тогда ждали, что вот Трамп сейчас начнет давить, он вплоть до того, что прекратит поставлять оружие. И оказалось, все не так. Никто не прекратил поставки оружия. Если мы обратимся сейчас вот к этому результату Рамштайна и предыдущему Рамштайну, все сохранилось в полном виде. Чего добился Трамп? Блестящая победа дипломатии. Не отнимешь у него. Да? Он заставил за свое оружие платить европейцев. Он теперь продает его. Но по объемам ничего не изменилось. И армия, вооруженные силы Украины по-прежнему снабжаются ровно так же, как они снабжались при Байдене. Так что я думаю, что те, кто надеялся, что вот странно, я надеюсь, что вот типа союзника получили. Я имею в виду среди российских турбопатриотов, да, пошли такие настроения, смотрите на Трампа-то, что творит. Это же вроде как наш почти человек. Ничего подобного. Чрезвычайно умный его поведение, как выяснилось потом. Он все заменил риторикой, создал какие-то надежды и так далее. А по своим поступкам ничего он не изменил. Абсолютно. И украинская армия сохраняет возможность все-таки сопротивляться, поскольку оружие, как часы швейцарские машины работают, продолжает поступать. Что происходит с Ираном, с американской авианосной группой? Они плывут уже очень долго, как будто бы. Собрана авиационная ударная группа вокруг авианосца Авраам Линкольн. Он находится там на Ближнем Востоке. Он заходил и в Персидский залив, и выходил из Персидского залива за это время. Там очень небольшие расстояния. И ему, в принципе, достаточно быть приблизительно в 800 километрах от побережья Ирана, чтобы самолеты его долетали до Ирана. То есть там совсем небольшие дистанции. В среду через Гибралтар из Атлантики зашел в Средиземное море Джеральд Форд, авианосец. И с ним тоже 3 эсминца. То есть им, чтобы попасть в район Ближнего Востока, необходимо 3 суток. 4, может быть. Вот у четверг, пятницу, субботу, воскресенье. В принципе, в воскресенье вполне может начаться война. В принципе, если они до воскресенья поспеют, 2-я авианосная группа туда. На сегодня точно известно, что Соединенные Штаты в этом регионе, учитывая не только в смысле морскую авиацию, но и вообще все самолеты на базах военных в этом районе, да, сосредоточил авиационную группировку размерами крупнее любой, начиная с 2003 года, когда Саддама Хусейна уничтожали. Вот прямо с войны с Саддамом Хусейном это самая крупная группировка, которую когда-либо собирали. Она требует очень больших денег на содержание. Группировка, которую собирали против Венесуэлы,
она была меньших размеров, но и то, вот за то время, пока она там существовала и болталась по Карибскому бассейну, на нее потратили многие десятки миллиардов долларов. Сейчас группировка еще больше. И это просто далеко-далеко за 100 миллиардов уже уйдет сейчас в ближайшие дни. Вот расходы на нее, на содержание, на все. И считается, что как бы, обозреватели все утверждают в голос, что это совершенно не по-хозяйски такие деньги израсходовать и ничего не сделать. Да, кончится все это ничем. То есть предполагают, что уж раз такие деньги вложили, будет война. И израильское командование распространила директиву в войсках о том, что надо быть в ближайшие дни готовым к полномасштабному вооруженному конфликту. Вот, значит, количество самолетов мы уже сказали, какое. Из тех самолетов F-16, которые перебросили сейчас на Ближний Восток, из каждых 3 самолетов 2 – это специализированные F-16 для прорыва противовоздушной обороны. То есть, это самолеты, которые должны лететь в первом эшелоне, уничтожить всю противовоздушную оборону Ирана, а Иран не успел построить те радиолокационные станции там, и китайского, и советского проектов, которые он начал лихорадочно строить после вот этой летней войны, не успел их вести, и они будут уничтожены. Скорее всего, так. Значит, дальше начнется морская и авиационная операция. Никто не верит в сухопутную операцию. Потому что прямо там и есть морская пехота на борту этой группировки. Неизвестно, в каком она количестве, эта морская пехота. Когда с Мадуро воевали, там тоже была морская пехота на борту, ее не применяли. Либо это будет воздушная и морская операция, совмещенной с какой-то спецоперацией, вот типа как против Мадуро. Да? То есть предполагают, что может быть высадка спецназа для уничтожения вот этих мощностей, которые, промышленных, которые производят обогащенный уран, то есть, и ракеты, которые будут делать. Потому что для них, вот для Израиля номер 1 это ракеты, которые до него долетают, а для США это ракета атомная бомба шиитская. Значит, нет военного договора, именно вот военного между Россией и Ираном, но в рамках сложившихся отношений Россия вполне может принять на хранение делящиеся материалы. Она вполне могла забрать через Каспийское море, проблем нет, да и по суше тоже. В принципе, и проще всего через Каспийское море, да, вполне могла забрать вот этот обогащенный уран, который есть. Физиков-ядерщиков вывести в Россию могли, чтобы они не подверглись удару, потому что Израиль очень умеет, как говорится, уничтожать ученых иранских. Вплоть до того, что какие-то еще важные для Ирана вещи, там золотой запас, еще что-то, все можно сохранить. Это вот роль, которую Россия реально может сыграть, потому что вступать в войну с США она, конечно, не будет. Значит, решается вопрос стратегического характера. Будет ли у Ирана атомные бомбы или нет? Судя по всему, разведка донесла Трампу, что вот эти летние усилия не достигли результата, что возможность создать атомную бомбу сохраняется, делящиеся материалы сохранились. В принципе, летом специалисты говорили, что Ирану при таких темпах достаточно полгода, чтобы провести первую бомбу свою. Поэтому, видимо, и результаты вот они такие. Им надо полностью быть уверенным, что разрушена вся вот эта инфраструктура. Все. Там очень много чего есть, так сказать, в этой цепочке, предприятий, которые производят делящийся материал для атомной бомбы, которая необходима. Вот надо все снести. Это, в принципе, можно сделать бомбардировками, не заходя на территорию Ирана. Есть еще один момент, такое важное рассуждение для американцев. Нет ли возможности закрыть иранский вопрос вообще навсегда? То есть, проще говоря, снести Исламскую республику.
вот буквально недавно в Иране после Нового года были массовые протесты с насилием уличным, и многие надеялись, что режим не устоит. Он устоял, но вот в этом плане американцы могут лелеять надежду, что если немного помочь, то режим сам собой развалится. Вот это вот второй важнейший пункт. Можно ли вообще окончательно иранский вопрос закрыть? Я для себя пока вывод сделал, что без наземной операции вряд ли это возможно. Без наземной. А морская операция – это просто блокада портов. Это блокада портов и прекращение вообще любого вывоза нефти из Ирана. Сразу на этом сильно теряет Китай. Он серьезный потребитель иранской нефти. И вот на четверг утро за 1 баррель нефти, значит, традиционно она падала в последнее время, стали давать 71 уже доллар. Ну, то есть это повышение, все пошло на повышение. Если иранцы осуществят свою угрозу и будет сделано то, о чем мы говорили когда-то давно, то есть минирование уже проведено Ормузского пролива, осталось только кнопку нажать, да? Если это сделано. Наши моряки что сказали? Если они не заминировали это в мирное время, в военное время уже поздно что-либо делать. Там все должно быть уже давно заминировано. Вот. Если они осуществляют свою угрозу, ну, конечно, тогда нефть скакнет, будь здоров. И, конечно, и это в пользу России. Как крупнейшего экспортера нефти. Однозначно совершенно. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на наш Телеграм, на наш Бусти, ставьте лайк этому видео. Спасибо, пожалуйста, ставьте. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Полагаю, следующей неделе будет весьма интересной. Все, всем пока. До свидания.